Здравствуйте, дорогие друзья и автолюбители! Сегодня я расскажу, что нужно сделать и быстро настроить в первую очередь в Android магнитолах Jansun, когда вы ее получаете. Ну, помните, что если, например, вы покупаете ее у нас, то уже все будет настроено. Вам только нужно подключить и запустить магнитолу. Если же вы покупаете ее где-нибудь на AliExpress или еще Banggood и других площадках, то, конечно, она будет не настроена. Что первое нужно сделать? Подключили магнитолу. И мы делаем так всегда, и я просто расскажу, что мы делаем, и вы можете это сделать самостоятельно. Первое, что заходим в настройки, кстати, это магнитола 2+32, DSP версия, Wi-Fi, самая популярная, на 4-ядерном процессоре. Так, первое, что мы делаем, это заходим в настройки, в настройках настраиваем время и дату. Здесь у нас дата и время. Для этого я выбираю синхронизацию по GPS. Это важно, чтобы время не сбивалось. Отключаю часовой пояс. Из Китая выбираю часовой пояс своей страны. В данном случае у нас Афины. Выбрали Афины, вышли. Теперь время будет работать так, как нам нужно. Следующее действие, которое мы производим, это настройка мультимедиа. В данном случае магнитола покупалась для автомобиля Accord 7 клиентам, соответственно, я буду настраивать под Accord 7. Тут особенность есть настройки. Если же у вас автомобиль базовой комплектации, некоторые настройки просто вам не нужны. Если же он такой, как Accord 7, либо требующий подключения CAN bus протокола, то, конечно же, нужно будет сделать вот такие настройки. Первое, заходим в общее, ставим время ожидания. Для этой версии 60 минут, для новых версий там есть либо включить это время ожидания, либо не включать. Лого загрузки 5, 6, 7, 8. Мы заходим 5, 6, 7, 8, выбираем загрузку. В данном случае у нас будет Honda. Выбираем логотип Honda и запускаем. Многие спрашивают, можно ли установить собственный логотип. Да, но это нужно изменять прошивку. В новой прошивке можно вбить необходимые все логотипы. К сожалению, просто добавить логотип в этой версии магнитолы V1, V3 невозможно. В некоторых других версиях это возможно. На G, я знаю, можно и на K. Дальше мы это сделали. Настройки громкости. Это не столь важно. Так. Есть звук, настройки видео нам не нужны. Кнопки на руле, это обучить нужно будет, когда уже будет подключено к автомобилю. Версия ПО, здесь находится инженерное меню. Вот инженерное меню для данной магнитолы 4 восьмерки. Здесь мне нужно выбрать. Первое это CAN type. Именно для этого автомобиля. И CAN type для этого автомобиля будет 75 Dual версии. 75 протокол. В других магнитолах это совсем может быть другой магнитол. Протокол это зависит, кстати, о рамке. Что касается Accord 7, нужно быть очень аккуратным, так как не все рамки работают с магнитолами. Здесь должно совпасть сразу два критерия: подобранная правильная рамка и правильная магнитола. Тогда у вас будет отображаться климат и управляться сенсором. После этого необходимо перезагрузить магнитолу. Сейчас магнитола перезагружается. Она должна уже перезагрузиться с логотипом Honda. В некоторых магнитолах в этом процессе еще и происходит загрузка необходимого АПК файла подключения CAN type протокола, и при запуске будет написано «Сделайте повторную перезагрузку». Это нормально, так и должно быть. Это в Т-серии магнитолы, которые продавались в основном. Ну, кстати, они теперь будут продаваться всегда. Идут они под именем Jansun V3. На самом деле это магнитолы Т3. V3 Pro это совсем другая магнитола, о ней мы рассказывали ранее. Итак, загрузилась магнитола. Теперь у нас есть логотип, подключенный CAN type протокола. И я еще должен добавить main меню. Main меню это меню, которое меню icon. Это меню, которое позволяет вынести те ярлыки, которые будут нужны клиенту для работы. Ну, в данном случае у вас. Как видите, магнитола 4-ядерная с такой оболочкой, она не является там супер быстрой, так как в принципе процессор на гиговой двушке одинаковый. Напоминаю, стоимость этой магнитолы выше только из-за встроенного аппаратного DSP.
Так, когда подключается подобное меню, эта информация оживает, но уже когда будет на машине. Есть уже, я вижу, фронтальная камера, если клиенту будет нужна. Проверка радио. Есть звук, значит радио работает. Там же можно посмотреть DSP и включить RDS, если это будет необходимо. Ну, в принципе, не столь важно для клиента. Следующее, что нужно сделать, это подключить меню Icon. Снова нужно зайти в инженерное меню и выбрать те иконочки, которыми мы будем пользоваться, и убрать лишнее, если это необходимо. Это делается вот таким вот образом. Я думаю, что клиенту понадобится OBD. OBD это подключение отдельное для сканера диагностического. Если у вас iPhone, вы можете подключить ярлык iPod. Так, Кара радио, думаю, это не нужно. Камера 360, но это как бы ярлык есть, но камеры может не быть. Это зависит от магнитолы. TMPS, я думаю, клиент захочет установить. DVR это у нас видеорегистратор. Вы можете использовать камеру как видеорегистратор. Вот такое приложение добавлено. Функция DSP вынесена, телефон функция и Air Condition. Это важно именно для этой модели. Опять же, напоминаю, ну и CarPlay, если это вам нужно. Air Condition будет работать только в магнитолах. И причем по-разному оно работает. Не всегда, зависит от CAN-баса. Делаем ребат. Reboot, перезагружаемся, снова нужно подождать. И в принципе основные настройки сделаны, останется только проверить навигацию и установить. Обычно навигация на Vitel пиратская, она уже установлена, и вы можете ее как бы использовать. Но рекомендуем купить, как всегда, лицензию, так как лицензия не такая дорогая, и вы получите намного лучше приложение. Стоит это недорого. Приблизительно $10, ну, от 10 до 30 долларов, зависит от страны, но вы платите именно за карту, а не за саму программу. Программа сама обновляется. Так, загружаемся и посмотрим, что у нас появилось, какие ярлычки. Так. После установки приложений, таких и подобных изменений через инженерное меню, загрузка достаточно быстрая. Но она, неправильно сказал, немного медленнее, чем просто при загрузке на автомобиле. Это связано с тем, что подключаются разные программки, они подружаются и устанавливаются. Приложение NXI Voice, если вы им не пользуетесь и не планируете покупать, оно находится здесь в рекламных целях. Если же вы его купите, тогда оно важно, а так желательно отключить. Ну, как видим, появился у нас ярлык DVR, TMPS, OBD для Bluetooth сканера, и нас интересовало именно Condition и DSP. Есть отдельно телефон. Condition. Вот появилось вот такое меню, и в котором вы можете управлять вашей магнитолой теперь. Но это касается именно данного варианта для конкретного автомобиля и для автомобиля, у которого есть их CAN-бас. Но опять же, это не всегда работает. Вы можете попробовать, если заработало, значит отлично, супер. Если нет, то, к сожалению, это невозможно. Ну, нельзя говорить невозможно, на самом деле возможно, но это будет стоить дополнительных денег. Итак, проверяю навигацию для клиента. И точно так же вы можете сделать вот так, уже установлен изначально на Vitel. Если же есть здесь необходимая страна, обычно устанавливается, вот видите, здесь есть разные страны. Необходимая страна здесь есть, и мы можем, в принципе, выбрать и уехать. Все отлично. Навигация заработает, когда будет подключена GPS-антенна. Напоминаю, GPS здесь встроенный, интернет для работы GPS не нужен. И я хочу еще отключить NXI Voice. Как это сделать, мы рассказывали в предыдущем видео. И для этого я зайду в приложение NXI Voice и уберу вот эти вот галочки. И еще зайду в настройки.
Настройки. Насчет удалять, не удалять Next iVoice, ну, я думаю, не имеет смысла его удалять. Вдруг вы захотите подключить, поэтому как бы это было бы отлично. Но если хотите удалять, удалять нужно именно через это меню, а не вручную. Останавливаем его. Ну, просто так его не установить, но я бы убрал бы уведомления тогда, чтобы они не мешали. Все. Ну, в принципе, все готово. Вот такая вот простая подготовка магнитолы, она готова к эксплуатации. Можно еще настроить, запустить у нас, что будет являться навигационной системой. Ну, в принципе, это все изначально установлено. Поменять оболочку и так далее. Дальше вы творите с ней что хотите. Но это минимальный набор, который делаем мы. Спасибо за то, что вы посмотрели канал. Дорогие автолюбители, мы будем продолжать рассказывать о Android магнитолах, не только о Jansun и о подобных. До встречи на нашем канале.